Всем привет! В прошлом видеоролике я рассказывал о переделке парогенератора, который предназначен для работы в сети 110 вольт под сеть 220 вольт методом обрезания одной полуволны диодом. Схема рабочая и зачетная, но в данной ситуации мне нужно сделать два режима мощности. Поэтому сделал вот такой вот нехитрый, очень простой тиристорный регулятор. Каким образом он работает? Тиристор BT-151-800, электролитический конденсатор 10 микрофарад, 15 килоом 2 ватта резистор. И питание приходит по коричневому проводу, приходит 0, по синему проводу у нас приходит фаза, приходит на анод тиристора, с катода тиристора уходит и идет вот на эту лампочку. Что происходит, когда мы включаем это устройство? Значит, вот я сейчас его втыкаю в розетку. Вот, лампочка засветилась. Мы можем видеть на осциллографе, что почти полная синусоида. Да, вот есть маленький снизу только отрезок, где-то примерно там, 30 вольт. В принципе, так и рассчитано. В первые 30 вольт тиристор закрыт. Он ждет соответствующего тока через свой затвор, когда 30 вольт при 15 килоом могут уже обеспечить такой ток, поэтому он открывается именно на 30 вольтах. Далее, у нас тут вот этот конденсатор, одна нога, у него присоединена к выходу, а вторая нога конденсатора не присоединена никуда. Теперь мы возьмем отверточку, в оригинальном приборе это будет переключатель, и замкнем здесь отверточкой. При этом мы увидим, что лампочка притухает. Вот сейчас я отпускаю, замыкаю, отпускаю, замыкаю. Ну и при этом на осциллограмме происходит следующее явление. Вот так. Сейчас мы переключим сюда вот так, чтобы было видно несколько. Видно, как урезается, да, синусоида. Практически на 2/3 происходит задержка на включение. И мощность существенно падает. При этом действующее напряжение, если мы сейчас возьмем мультиметр, действующее напряжение у нас при незамкнутом конденсаторе составляет 124 вольта. Если мы замкнем конденсатор, то действующее напряжение у нас составляет всего 42 вольта. Маловато, надо будет конденсатор поменьше поставить, наверное. Поставил конденсатор на 3,3 микрофарада и сейчас будем пробовать включение. Тут все как обычно, ничего новенького. И пробуем как-то замкнуть. Так, смотрим. Ага, синусоида уже режется чуть-чуть меньше. Теперь немного теории. Когда у нас здесь проходит положительная полуволна, когда она вот только начинает подниматься, возникает следующее явление. Через этот резистор, через этот диодик на затвор начинает постепенно течь ток, который, собственно, по закону Ома зависит от номинала вот этого резистора. Допустим, ток открытия тиристора составляет 2 миллиампера, то есть у нас 0,02 ампера ток открытия тиристора. Номинал резистора 15 килоом умножить на 15 тысяч, да, и мы получаем напряжение в 30 вольт. То есть, когда оно достигнет 30 вольт, это напряжение, через тиристор пойдет достаточный ток, чтобы он открылся и пропустил его. По итогу на выходе мы вместо целой синусоиды получим вот такую вот усеченную, да, то есть вот здесь вот с 30 вольт она откроется и пойдет дальше, как обычная синусоида. Мы этого почти не заметим. То есть вот здесь вот будет ровная прямая линия, зависящая от скорости открытия тиристора. Он открывается достаточно быстро, поэтому мы здесь просто увидим такой некий срез. Когда, соответственно, ток протечет через 0, тиристор вновь закроется и будет ждать следующего цикла. Если же мы нажмем вот эту кнопку, то при протекании тока через резистор, значительная часть этого тока будет проходить через кнопку и заряжать вот этот конденсатор. На зарядку этого конденсатора до напряжения, при котором обеспечится ток через
управляющий электрод тиристора, возникнет некая задержка. Задержка будет зависеть от номинала этого резистора и от номинала этого конденсатора. Открытие тиристора, ну то есть вот это вот без нажатой кнопки, вот это, например, с нажатой кнопкой при номинале в 10 микрофарад у меня так получилось. А при номинале в 3,3 микрофарада у меня получился вот такая вот примерно полуволна. Ну, практически наполовину усеченная. Номинал этого резистора существенно влияет на также первоначальное открытие. И чем он меньше, тем меньше будет обрезаться изначальная исходная полуволна. Далее идеально регулировать второй режим мощности по конденсатору, потому что именно этим конденсатором, чем больше конденсатор, тем дольше будет происходить задержка до открытия тиристора, и тем большая часть полуволны будет срезаться. То есть при 10 микрофарадах у меня получилось вот так, при 3,3 микрофарад полуволна где-то срезалась чуть меньше, чем наполовину. Вот и все, что я вам хотел рассказать в этом видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!